Так, мы вернулись. Всем привет, Все, ребят. всем привет на еженедельном подкасте нашем. Всем привет, да. Сегодня будет у нас много новостей, будем потихонечку идти к ним. Да, попробуем Поэтому, взять опять на час, наверное, но как получится, да, опять же. да, постараемся побыстрее. Давай начнем, знаешь, с какой темы? Сегодня там все заметили то, что Логан поставил у себя в Твиттере, что он новый маркетинг-лид. Что ты по этому скажешь? Как ты думаешь, это окончательное решение? То есть это, он уже реально занимает место Фина? И как вообще, тебе это назначение его? Так, вот как это выглядит. Я не знаю, как нам лучше, наверное, давай будем вот так, чтобы было фон Давай, видно. давай, давай так. В целом, я плюс-минус ожидал. Я еще вот до того, когда он выложил вот этот пост 22-го, получается, это 2 дня назад, Мгм. я уже увидел, что он маркетинг-лид. Но он, кстати, сейчас маркетинг поменял. Был маркетинг-лид. Ага, смотри, Поэтому поменял, не все может быть. так однозначно. И мне кажется, что это просто лицо как бы маркетинга, но на самом деле, как это там происходит, мы не знаем. И по факту, правды мы тоже особо не узнаем. Но Вот. как ты вообще То есть, сказать? условно, он может за маркетинговые вещи отвечать, потому что Он он был отвечает. помощником Фина, и он отвечает за них, да, это не проблема. Но какие-то серьезные партнерства и остальное, мне кажется, к этому все-таки другие люди начинают помогать там или все в этом духе. Потому что у Логана не так много опыта, я думаю, что ему просто не факт, что доверят Я это. думаю, там за крутые партнерства а-ля лично Лука или кто-то там, Да, доверенное да. лицо, это да. Ну, а как вообще хорошо поставить Логана? Как ты считаешь, если он реально будет именно, знаешь, лицом абстракта новым вместо Фина, это нон для тебя или нет? Я думаю, норм. Как бы у него все впереди, и мы это все будем видеть со временем в любом случае. Но как бы Логан хороший парень, приятный. Я думаю, что все у него получится, и я держу за него кулачки. Конечно, было бы больше хайпа, если бы пришел к нам на абстракт маркетинг-лидом какой-нибудь топовый чувак, из других сетей там или еще чего. Да, конечно, хайпа было бы больше, но Логана мы все знаем. Логан нормальный, здравый парень, поэтому как бы ничего плохого я не могу сказать, я только за. Вот, и я как бы раньше всего этого хайпа увидел, то, что у него этот маркетинг-лид стоял. Это вот сегодня с утра начали все постить, а я еще как бы, за сутки до увидел, как бы, я не придал этому такого серьезного значения. Есть и есть, окей, не проблема, скажем так. Да, не проблема. Кстати, вот я очень прям с тобой соглашусь, я тоже хотел это сказать, что было бы прикольно. Но опять же, то, что Логан, я ничего тут плохого не вижу, это норма решения, то есть он уже в команде, но был бы прикол, если бы Логан бы так и остался в команде, то есть делал свои действия, которые он и делал, но еще добавился бы действительно какой-то хайповый типок какой-то со своей аудиторией, который бы, добавил нам аудиторию. Я думаю, на рынке можно было кого-то найти, но может это еще и будет, мы же не знаем. Да, Окей. да. Может быть, ты знаешь, что хотелось бы обсудить? По поводу XP. Пришло обновление. Как у тебя это? Тебя Мгм. это затронуло как-то? То, что Меня это поменяли? очень затронуло. Я купил себе больше NFT, я купил себе Lil Паджика, и по итогу я получил в 2 раза меньше. Я ожидал, что я получу больше, чем обычно, а я получил меньше в 2 раза. Вот, есть как есть. В принципе, здравое решение. Я считаю, что XP уже потихоньку обесценивается, поэтому нужно различными способами делать так, чтобы это было более... Вот, я открыл сейчас свой профиль. У меня Мгм. было, получается, 51, 50, 55, 55, и тут опа 33. Как бы да, в 2 раза порезались, бонус 32% у меня теперь вместо 25, и как бы, обидно, с одной стороны. С Да. другой стороны, все правильно они делают. Больше обиды было, что я не получил Early Bird бейдж, и у меня до сих пор 31, но уже не из 32 бейджей, а из 33. Если клипера я еще могу получить, то Early Bird уже Теперь все. full коллекции у тебя не будет, блин, обидно. Я тоже без Поэтому да. этого бриджа. Мы, получается, уже ж никак его не получим, правильно? Уже никак. Даже Гагарин его получил, чтобы ты понимал. Он мне отписал, сказал, мне вот сегодня пришел, заклеймил, кайфую. А это ж, правильно я понимаю, это для тех, кто, когда клеймил дроппингу, указал свою еще почту, да, там Нет, была? это для тех, кто именно в абстракт регался еще до старта майнета и указывали свою почту. Мгм, мгм. Вот так. Ну, я только с майонета просто пришел. Ты Я тоже? тоже, я с первого дня майнета, но как бы если бы я за один день до оставил эту почту на форуме, да, тогда бы пришел. Обидно, вот это обидно. Как есть. У меня то же Ничего самое. страшного. Не Но так много этих бейджей, я думаю, и в принципе, но этот будет как бы ценный.
Слушай, Это мне кажется... ценный бейдж, да, не спорю. Но, с другой стороны, когда у тебя почти вся коллекция, я думаю, это не менее ценно. Мгм. Я знаешь, что еще думаю? Мне кажется, что если мы, ну, уже коснулись бейджей, мне кажется, еще добавят какой-то бейдж а-ля, ну, как отследить элит чада, гига чада. Мне кажется, также сделать бейдж элит чат, гига чат, там какой-то стример. Мне кажется, вот такое еще возможно, что думаешь? Ну, они просто по ролям в Дискорде могут Да, добавить тебе airdrop и не давать никакие бейджи, конечно же. Вообще, в целом, у меня еще есть мысль, потому что там все кругом говорят за Дупер, что в Дупере сейчас новый ивент, у нас 2 недели Дупера, и они как раз про эти бейджи упоминали. И мне да. кажется, что есть большая вероятность, что мы увидим Дупер бейдж, новый Дупер бейдж, это вот будет один из первых бейджей, которые в новых Ну, этих, как он ну, после назывался, New обновления Beige бейджей. Coming Soon, да. Может быть. И сейчас я Дупер открою, просто чтобы тебе показать быстренько, это не так долго. Давай. Вот, Дупер. Я его и так открыл. Вот, и у нас здесь появился Lazy Penguin, который буст XP дает, и всего 2 дня осталось, чтобы его заклеймить. Единственное, что он стоит 7999 этих В долларах это. штучек, да, и это, в принципе, это чуть меньше 70, потому что у тебя с покупки останется еще 3000, вот, но если покупать по десяткам, там, по-моему, $10 1000 стоит, поэтому, ну, выгодно купить этот, если вы хотите все-таки на всякий случай взять этого Lazy Penguin, если есть лишние деньги, возможно, за него будет бейдж, возможно, не будет, кто знает, но, как бы, учитывая, как про Дупер разгоняли, я думаю, стоит на этой неделе и на следующей и поиграть в него, и вот этого пингвина приобрести, если есть действительно А лишние еще раз, деньги. вот что этот Плюс пингвин еще дает? он, возможно, NFT-шный, и его можно будет потом продать. Это Еще раз, пингвин что он просто как дает? скин в игре. То есть ты будешь играть за вот этого пингвинчика. Ага, ну непонятно, NFT он или нет. Еще нет Пока инфы. не знаю, я не разбирался, честно. Я просто посмотрел, сколько он Окей. стоит. В принципе, файн цена, как бы можно взять. Я подумал так. Вот. Мгм. Ну, в целом, по Дуперу разобрались, я думаю. Я хотел добавить Всё еще окей. за BG, вот то, что ты сказал, что типа они ж могут просто по ролям, но роль и тестнетера же была, у нас в Дискорде она есть, типа тестнет юзер, получается, а Мгм. бейдж все равно дали. И мне кажется, что могут в теории дать еще бейдж, там, или чат, гигачат, стример. И мне еще вот что кажется, проекты ж любят вознаграждать именно эрликов, поэтому, ну, эрли вот этот бейдж может нормально цениться. И еще по поводу XP еще хотел добавить. Это получается у нас как переработка случилась? У нас меньше пул стал, да, или как? И дали Я больше... думаю, что да, меньше пул, и он теперь на ончейн активности, такие как Ага, прям кон. тот же Абориан пул, Кона пул. Это я слышал, что вот именно те, кто и то фармят, они больше всего XP получают. То есть Мгм. сейчас, да, у нас предоставление ликвидности, оно вознаграждается. Если вы заметили, у нас еще появилась новая на телефоне кнопочка, раньше ее не было, доллар, ну, на компьютере она есть, Manage Liquidity, и вам Мгм. сразу же выскакивает Абориан, сейчас я Да. Ну, покажи. покажу, оно вот выскакивает Абориан, Кона и Резервуар. Сразу, чтобы удобно Вот. было переходить, получается. Раньше такого не было. Вот, Да. да. Ну, в принципе, я думаю, все равно будут переделывать, может быть, что-то еще поменяют, но пока такая, да, ситуация. Знаешь, к чему можем перейти? Ты читал, вышла такая документация, ну, она не от абстракта, но абстракте ее начал форсить, там, где рассказывалось про дроп, про бейджи, про их ценность и так далее. Читал ли? Нет, не читал, я слышал про нее, но я сильно не углублялся, времени на это не было. Мгм. Поэтому, ну, так, как бы какие-то, ну, какая-то информация оттуда ко мне попала, но сам я туда не лез. Я, если честно, начал читать, там дофига, там 50 страниц, и там просто 90% воды. Я где-то половину прочитал и просто решил, да ну его нафиг забить, и почитал выжимку уже от людей. Там из Мгм. интересного то, что, ну, опять же, может быть, все поменяется, может быть, абстракт как бы к этому не имеет никакого отношения, но, наверное, если они ее репостят, они же, наверное, читали, я думаю, как бы и понимают, условно. Там из интересного то, что дроп действительно будет за экспу, то есть экспа конвертируется в ABS токен, и из интересного, что BG это будет как дополнительная, ну, награда на дропе. То есть, помнишь, у нас была информация, что Финн говорил, что BG Что ничего не бейджи будет, ничего не стоит. а теперь у нас другая. Интересно, что в итоге будет? Твоя ставка какая? Не знаю, хотелось бы, чтобы все-таки было, потому что мы долго сидели, и эти бейджи не такие уж и дешевые получали. Поэтому, да, хотелось бы что-то увидеть. Я почти, Вот. ну, давай так, на 90%. О, откуда у нас сообщение пришло? А это я случайно нажал. Тут можно комментарии с Твиттера Ага. подгружать.
Понял. Ну, я вот на Ну, 90%. я на этой страничке стою, я вижу, если что. Если люди будут в Твиттере писать, мы это увидим. И Я, прикольно, что это подсвечивается, как бы дополнительная активность да, еще и в да, Твиттере, что классно. можно вот так вот Ну, нас я на еще здесь видеть. 90% уверен, что Бейджи будет действительно что-то ролять. Не знаю, насколько, но ролять будут на дропе. То есть это смарт, думаю, новые бейджи будут, кстати, меньше, мне кажется, решать, чем старые. Ну, там, конечно, хуй его знает, как они сделают, но думаю так. Окей, знаешь, к чему хочется перейти? Потому что ты очень много про это говорил, ты очень много изучал, ты, я думаю, можешь много что про это рассказать, про земли Камбрии. Ну, давай сразу расстроимся и зайдем на OpenSea. Давай. М, Я тоже расстроюсь, у меня 3 земли. Я также, я 3 купил вчера и 3 сминтил. Сейчас я Давай. ввожу свои пароли. Ой, блин, все. Сейчас мне заблокируют кошелек мой За что? из-за большого количества неправильных. Не, я правильно ввел. Ну, не спеши. Пробую еще раз вести. Ну, я пока расскажу, да, был минт, короче, Камбрии, у нас это когда вчера он был, по 0.1 минтились, вышли по 0.25, там и быстренько по чуть-чуть падали, сейчас вроде упали до 0.14, если не ошибаюсь. Ну, что-то около, да. Да. Сейчас я открою, и, в принципе, да, я могу подключить. Вот у меня, да, мой портфель, и вот они уже Камбрия ленды, которые по флору 0.13, вообще можно в битку дать. Не знаю, дают, не дают, но что-то вот около. И за Около. 0.14, в принципе, покупают. Поэтому смартово было немножечко подождать и сегодня докупить, но никто не знал. Все ждут анонса, когда будет ревью. И когда будет ревью, это все будет скупаться очень быстро. Поэтому, в Перед принципе, да, в принципе, я думаю, что перед ревилом 0.25 мы вполне себе можем увидеть. А уже как с этими землями поступать, ну, ребят, думайте сами. Я, скорее всего, буду держать, потому что у меня есть тут 3 земли, мне еще должны скинуть 3 земли из-за того, что там даже 4. И мне должны скинуть 3 за то, что я там не смог сминтить. У меня, получается, минт был на кошельку абстракта привязан. Я написал за 2 часа, как бы, но, видимо, не успел, они уже там ничего не могли сделать, вот. И поэтому, да, я в Treasury им отправил, с Бензом связался, вроде как все пофиксили, все будет нормально. Хорошо, а ты Живу. думаешь, ты не будешь сливать перед ревилом все-таки? Я вот еще думаю, скорее всего, если, ну, я собираюсь же опять гильдию собирать и играть в 3-й сезон, а если я хочу играть в 3-й сезон, мне обязательно нужна земля хотя бы Т2. А как бы, Да. чтобы у меня получилась земля Т2, мне либо с рынка ее покупать, И либо фаундера покупать тебе надо. ну, либо фаундера, скорее всего, тоже я куплю, но вопрос не в этом, а вопрос в том, что мне нужна земля, чтобы мы на ней могли добывать ресурсы и тому подобное, чтобы мы могли ее юзать. Т1 — это как бы личная земля, а Т2 — это уже гильдейская земля. И как бы, ну, 30% шанс есть, что выпадет выше, чем Т1. Если у меня будет 7 земель, очевидно, что у меня будет хороший шанс, что мне выпадет что-то повыше, и я успею, условно, продать обычные. Вот, ну, как бы я пока так смотрю. Учитывая то, что я там вчера откупал по 0.16, учитывая то, что у меня еще 3 земли по 0.1, то, ну, средняя точка входа как раз там плюс-минус сейчас битка нынешняя. То есть я уже буду без убытки. Я думаю, что 0.15, в принципе, когда все стартанет, когда люди поймут, что такое земли, она будет стоить самая, ну, обычная, скажем так. Вот, поэтому, ну, посмотрим, поживем, увидим. Вот такой вот нюанс. Ты хочешь выбить Т2, а там же есть какие-то, ну, кэфы, и получается, что там где-то я читал, ну, скажи, правильно это или нет, что если ты без фаундера, без других дополнительных NFT, и, ну, то маленький шанс у тебя на хорошую землю, не Т1. Ну да, есть такое, но не сказал бы я, что сильно верю в это. И это, в принципе, уже вмешательство в цифры. Это значит, что разработчики знают, каким фаундерам, точнее, каким землям они дают какие тиры. И, в принципе, это уже противоречит самому понятию NFT. И должно быть все рандомно в любом случае. И, возможно, конечно, люди, которые минтили с фаундером, у них, в принципе, этих земель больше, понятно, что у них и шанс больше. Возможно, что на минте, когда они там что-то заминтили, у них там, в принципе, да, выдали, ну, грубо говоря, числа, которые там могут оказаться хорошей землей. А то, что сейчас будут руками сидеть и высматривать все кошельки, у кого сколько фаундеров, ну, я в это не сильно верю, если честно. Ну, это просто как-то неправильно получается по понятиям NFT, и OpenSea и в целом остального. То есть этот список должен быть, условно, рандомно сгенерирован. Но в любом случае, поживем увидим. Вот.
А когда будет, кстати, вот этот сайт, когда можно будет сминтить людям, у которых не успели сминтить? Вот в чате там Если спрашивают. честно, не знаю. Ну, то есть я еще до информации по вот этому сайту, я написал ему лично, он мне сказал, сбрось вот сюда 0,3 эфира, я тебе отправлю 3 земли. Пока он не отправил, но как бы я думаю, что мне даже этим сайтом не придется пользоваться. Ага, он так отправит, ты думаешь просто. Да, вот. Поэтому, ну, со мной такая ситуация произошла, но, насколько я знаю, не я один с такой проблемой столкнулся, поэтому они выкупили вчера столько земель. Причем они выкупили 100 земель по средней цене 0,19. Я думаю, что они понимают их ценность, поэтому 0,19 это, в принципе, и была плюс-минус справедливая цена. Вот. Там еще был баг очень тупой на OpenSea, что нельзя было купить. Я пытался купить земли эти, пришлось получить только по OTC, потому что по-другому не Да, работало. была такая проблема, но там она, в принципе, это несложно решается. Я на будущее тебе покажу, как это делается. Ты заходишь в айтемы, и ты здесь выбираешь +1 и нажимаешь Пробовал. Sweep. Я пробовал. И оно тебе дает в диапазоне от 0,14 до 0,154 именно свободную. То есть, когда ты нажимаешь Sweep, не факт, что оно горит как будто это, но тебе может выпасть вообще другая. Ну, то есть, может быть так, что у тебя уже успели раскупить. Ну, вот с рынка не получалось у меня, но вот так с випом я покупал. И мои ребята, которые тоже не могли, я им эту механику подсказал, у них тоже получилось. Блин, вот, может быть, вначале оно так работало, но вроде нет, потому что там даже час не было, ты понял, покупок никаких. Я так понял, что вообще полностью легло. Не знаю, я в Activity все смотрел, тут очень часто все. Ну, это было вот, если ты помнишь, вечером я писал, прям после 12 Ну, часов. возможно, там какие-то могли быть забагованы, то с OpenSea были проблемы в любом случае. Были 100%. Ну, окей. Ну, и ты ждешь, короче, я вот тоже думаю, мне кажется, перед ревилом, надеюсь, опять же, не то, что думаю, надеюсь, что 0.25 мы увидим, мне такое ощущение. Да. В любом случае, деньги есть у ребят. Я посмотрел, те, кто фаундеры нормально холдят, они там купили либо сминтили по 20 земель, и ребята ждут, они буллиш, поэтому посмотрим. Окей, Думаю, будут докупать. Хотелось бы, знаешь, еще к какой теме перейти? Я там увидел, опять к нашему любимому абстракту. На абстракте у нас плюс 25% на Аборине, на Апстере. Я знаю, что у тебя есть какая-то информация про Аборин интересная. Ты начал буллишь по нему, может, чем-то поделишься, расскажешь? Да, в целом, не сказал бы, что есть что-то, что рассказывать. В целом, потихонечку Абориан появляется, они печатают и печатают новые токены, это как раз-таки то, что дает вот этот спад ему, но в целом люди потихоньку начинают понимать его ценности и начинают переставать сливать свои награды, а их реинвестируют в пулы там Абориан и либо холдят. Вот, поэтому, в принципе, да, но это справедливо, то есть деньги должны работать на вас. Я считаю, что текущая цена Абориан, она вполне себе справедлива, а до того, как она выросла, грубо говоря, там было вообще 0,04, это уже для меня была реально низкая цена. Ну и в целом нужно следить просто за тем, сколько людей в день покупает, сколько продает и какое у нас вообще давление на стакан. Вот, в целом, сейчас, насколько я знаю, большинство людей заклеймленные либо холдят, либо реинвестируют, поэтому, в принципе, мы видим плюс-минус вот такие вот результаты. И в целом, команда Абориан, они могут инициативами привлекать, они могут API-арами привлекать, новые пары добавлять. Ну и в целом есть еще такая информация, что они могут в любой момент дать мемкоины в паре с ABX токеном. И это очень хорошо скажется на ABX, потому что люди еще меньше его перестанут сливать и еще больше его станут откупать, чтобы закидывать в пулы. Вот, в целом, я бы ждал такого. Я думаю, вполне возможно. Мне еще кажется, к шизотериям добавим это, как будто это реально, то, что первый токен, который могут, или один из первых, которые могут залистить, это будет Абориан. Я глобально бык по нему, потому что это DeFi. То есть Не, я бы сомневался, вот в этом я бы сомневался. Ты Для думаешь, листинга там все-таки правильное распределение нужно. Я думаю, что оно плюс-минус будет правильным, но не знаю, мне кажется, что это не тот токен, который для листинга. Типа Upstart ты все равно имеешь в виду, что лучше. Да. Ну, я имею в виду один из первых, знаешь, из-за чего? Потому что Upstart все-таки мем-токен. Я не сомневаюсь, что Upstart тоже может быть первым или там один из первых, которые зависят. Но как будто Абориан, знаешь, из-за своего фундаментала, дефальт, то есть как Аэро это, если не ошибаюсь. А какой смысл людям его на бирже покупать просто? Так же, как и аэродром у Бейза. Он же торгуется на всех биржах. Из-за того, что стейкают, потом закидывают, покупают там, закидывают, больше масс adoption.
Как бы, ну, мне так кажется. Возможно, в этом есть смысл, Но да. я чего-то думаю, что все-таки я бы ждал ABX. Ну, хотелось бы, опять же, я его хочу подобрать, но не сейчас, как будто я еще подожду. Но если нет, то ладно, уже у меня есть NFT-шка, пойду с NFT-шкой хотя бы в NFT. Мгм. Если дадут, то я бы пониже подобрал, вот как Рубик говорил, в принципе, я тоже это до этого рассказывал, что хотелось бы увидеть чуть-чуть пониже и тогда набирать. Окей, знаешь, что еще мы сегодня с тобой обсуждали в личных сообщениях? У нас будет минт на OpenSea в Abstract сети, если не ошибаюсь, NFT-шка Maera, да, или Maera Universe. Да, давай сейчас Ее быстренько можешь откроем. рассказать, У вот них ребят. сейчас пресейл, я залетел, у меня была возможность, да, Мэро. Это ребята, которые делают клипы, ну, такие как бы визуализацию, скажем так, у них там чуть ли не фильм. Вот, можем посмотреть, вот они 20 числа выкладывали. Нет. Ну, в целом, неплохая анимация, это все будет завязано с их NFT-шками. И, ну, действительно прикольно. Самое приятное то, что люди понимают, что они минтятся на абстракте, и они за счет этого сделали небольшой supply. А Вот, есть инфа уже. про supply уже, да, окончательная? Ну, окончательная инфа, что будет меньше 1600. Ну, то есть в районе 1500 Хороший будет supply. supply. И вот сейчас можем зайти на сайт, посмотреть, как выглядят у них арты. Тут, в принципе, вроде как были вот это тизеры там из их трейлеров. Ну, вот так вот будут выглядеть NFT-шки. Довольно-таки интересно, свежо, мне кажется. Ну, действительно неплохо. Да, да. У меня вообще с ними Ну такая и история. цена адекватная на самом деле. То А цена есть какая будет? 90, там, порядка $90 сейчас на пресейле, а какая будет по итогу, ну, не знаю, я думаю, не сильно дороже. Я думаю, Думаю, тоже. там 100 может быть там на GTD, и там 110, 120 может на FKFS паблике, вот. Я думаю, что плюс-минус что-то вот в этом роде. Да, И в да. целом, У меня была с ними такая история, короче, еще в начале либо лета, либо в конце весны. Они мне написали, предлагали стрим, типа, с ними сделать и так далее. Я согласился, а потом они начали, там, говорят, давай мы разыграем, типа, тебе ВЛ и твоему комьюнити. Я говорю, давайте. Они начали говорить, ну, только отгадайте загадки. Какие-то такие, блядь, загадки, блядь, давай. Я забомбил, и я их все, я перестал им отвечать. Говорю, да идите вы нафиг. Мы пытались с чатом отгадать загадки. Я думаю, да идите вы нафиг со своими загадками. Но проект вроде неплохой, действительно, посмотри, Дайла, там Логан про них и написали. Логан, да, мне больше всего нравится Марианна. Команда Абстракта и приближенные очень хорошо это все поддерживают. Вот у них были совместные стримы, я вот пересматривал сегодня. Вот был этот стрим как раз-таки. Тут и Криптолеон был, и Логан, и Дайла. Поэтому, в принципе, ну, мне пока импонирует, особенно из-за того, что небольшой supply. Посмотрим, что получится из этого. Я А думаю, скажи, что сильно деньги мы тут точно не потеряем при любом раскладе, а в целом ребята билдят, ребята заручились поддержкой. Я думаю, что есть перспектива у этого ну да, проекта. и Mint на OpenSea. А скажи, а есть какая-то информация? Это чисто арт или какой-то utility у них будет? Ну, утилити будет в том, что каждый это, грубо говоря, знаешь, нечто похожее, наверное, как у Боссу, что типа каждый персонаж у них это будет какой-то персонаж в их фильме, скажем так. Ага, вот так вот И будет. будут развивать свою вот эту вот метавселенную, да, Cinematic Universe, вот, чтобы вы были частью истории. Ну, а дополнительные утилити, конечно, я пока не подскажу. Я о планах сильно не изучал. И, в принципе, я не думаю, что они пока до мента сильно этим делились. Поэтому вот Окей. увидим. А это, скажи, АВЛ ребятам там, они, ну, как им получить? Там есть какая-то информация? Вроде там на какие-то комьюнити, Да, да? сейчас можно на комьюнити получить, там, если не ошибаюсь, GTD в КФС. Также я думаю, что мы сможем тоже с тобой, ну, грубо говоря, сейчас зайти, там, пару слотов взять в пресейле, и мы получим также и GTD споты. И, в принципе, у себя на стримах мы сможем ребятам, кто захочет, сминтить GTD-шки. Да, мы можем на подкасте разыграть или этом, ну, этом получается, или как ты Я хочешь? думаю, что, ну, 27-го минт это у нас какое число? Ну, точнее, какой день недели? Сейчас скажу. Это понедельник. Я думаю, что мы можем в понедельник подрубиться и плюс-минус там уже Мгм. этим заняться И для пару. желающих. А там пресейл, подожди, не закрывается раньше? Ну, закрывается, конечно, но в любом случае кошельки, которые минтили, они легит для GTD. Ну, условно, если я взял по пресейлу, я ж не пойду, скорее всего, GTD еще себе минтить. Ну, если мне надо, я могу сейчас больше пресейл спотов просто взять. Ну Вот, да. а у меня при этом, сколько я сминчу, столько у меня будет GTD-шек. То есть, условно, у ребят будет возможность в любом случае там по одной штучке себе забрать по желанию.
Вот. Окей, а есть еще что мы можем обсудить сегодня? Что-то мы Есть быстро еще проект Сейчас я быстренько. Я сегодня насчет него общался сзади. Мгм. Быстренько сейчас покажу. Давай. Тоже, А чтобы я вы возьму знали, пока подписались, водичку. смотрели. Hammiverse — это Marvel of Web 3. Вот. И насколько я знаю, вот у них в закрепе, они сейчас на Комикс-коне. Да, и у них они рисуют свой комикс. То есть это, в принципе, очень интересная история. У них также своя игра будет карточная, либо там уже частично она есть. Вот. Опа. И, грубо говоря, NFT будут что-то давать в этой игре. Давай сейчас быстренько пост сзади глянем. Главное, знаешь, чтобы карточная игра не как Фриминт. Виц, не как Виц или Фриминт у как... них 888 supply. Игра разрабатывается больше года. Trading card game like MTG. Мгм. Game extremely clean, doesn't look Magic like the a Gathering. Web3 game. Это Вот. как Ну, MTG, это Magic the Gathering, игра такая популярная, карточная, в Steam есть. мгм. Ну вот, да. Грубо говоря, что-то похожее вот они, что-то такое они билдят, и в целом как бы классные ребята их поддерживают. Очень классно, что это фриминт, то есть мы по факту, залетая сюда, ничего не теряем. Единственное, чтобы получить этот спот, ну, конечно же, нужно попотеть. Да, его тяжело получить, мне кажется. Фримит это надо, чтобы сзади тебя, ну, где-то заметил, согласен? Ну да, скорее всего. Ну, Либо может, это будут команда. раздавать еще, какие-то В любом разыгрывать. случае, вот они на Comics-Con, это их вот они сидят, что-то подписывают. Ну, блин, классно, что они на таких крутых площадках участвуют. Быстренький вот трейлер на 30 секунд, Мгм. как хомяки в капсулах Хомяки. едут. Блин, главное, чтобы не Hamster Combat еще и тоже. Не чтоб это было. Не, ну прикольно. Ну посмотрим, если это фриминт, то как бы, конечно, смарт, если у кого-то будет возможность получить это, заметить, чего нет. Как бы. Да, и тем более, когда они, ну, действительно долго разрабатывают эту игру, я не думаю, что там будет что-то плохое, если еще сзади за это взялся. Мгм. Я думаю, что вполне себе должно быть у них все хорошо. Еще Поэтому, хотел. ребят, следите. Да, Ну, следите заново за пошел. следите за сзади, следите за их аккаунтом в Твиттере, может быть, получится вам фримит получить. Ты видел еще, хотел Да. сказать, какие запуски у нас стратеджи были в абстракте, это просто капец. Эти Hero стратеджи, эти стратеджи, Так, скринер сейчас обязательно открою. Давай. какие-то у нас с контрактом везде беды, какая-то Иера Ну, стратеджи уходит идет не на без карту, приколов, да. да. Особенно у Big Strategy. Это был вообще Ну, прикол. давай для начала начнем вот с графика. Так, я переключу вот так. Это у нас график Паджестер, который, в принципе, у нас на хайпе На Heroester новости, да, пошел X2 дал, да, и сейчас он Мгм. откатился на обратный уровень, да. Сейчас мы посмотрим, у нас есть еще PST токен, да, он тут тоже в топе у нас отображается. Остальные стратеджи, если я не ошибаюсь, их уже тут даже и нету в топе, Их и не что будет, я удивительно. думаю. Будет только PST и вот этот паджи, мне что-то так кажется. Heroester. Так вот, Heroester. У нас 116 тысяч маркеткапа. Мы доходили в пике, еще когда была комиссия, до 560 тысяч Да. маркеткапа. Но у нас проблема была одна. В том, что у нас зашло сюда очень много ботов. Один очень уважаемый, в кавычках, человек абстракта, да, он сделал себе 1000 кошельков, с которых он пошел заниматься такой штукой, потому что у них было только 100 тысяч токенов можно было взять на первой минуте. На аккаунт он взял и 1000 аккаунтов на первой минуте со всех побрал по самой дешевой цене. Потому что изначально комиссия была 50%, а 50%, когда они начинали с $3000 капитализации, ну, это копейки, грубо говоря. Вот. Ну и тут еще есть проблема следующего характера. Во-первых, у них есть suspicion functions, не знаю почему, ну, потому что в другом у них нету. Они прошли аудит, в принципе, все неплохо, Скарли их поддерживает, конечно же. Вот. Ну, проблема была со снайпером основная, потому что это он разгружался, он там Да. очень сильно давал по стакану. Вот, он даже на свой аккаунт не это взял, скинул 10% сапла и показал всем: "Вот это я". Типа, Не париться вообще ни капли. можно не париться. И в целом, ну, тут есть проблема в том, что на контракте
самом сейчас 45% сапплая, и это именно на контракте токена. То есть это комиссиями накопилось. Ага, они не продавали комиссии или Ну, что? они продают их потихоньку, видишь, что это очень мало, там по А в чего одной они так месяц коряво, будет. скажи, ну, делают? Вот, допустим, у нормальных стратеджи на эфире, у вашего стратеджи PST комиссия продается сразу же моментально, ну, когда идет обычная покупка или продажа, ну, Ну, правильно? мне кажется, что у них что-то не так просто. Ну, то есть, видишь, у них сейчас это работает. У них вот человек купил 328 тысяч токенов, и Мгм. 29 тысяч продалось, если не ошибаюсь. Это как раз-таки... Да, это кошелек, который 70 миллионов токенов продал, значит, он продавал как раз после... Давай какую-нибудь большую покупку найдем, Да. какую-нибудь тут. Вот, ну 380 купил, да, и вот часть продалась, да. Все это так и работает. Все, в принципе, у них в порядке, этот бот работает. Просто он с самого начала не запустился, а почему он не запустился, ну, это уже хороший вопрос, не знаю. А вот чего мы так, получается, так сильно полетели в начале. Да, он не продавал, просто не продавал. Если бы он продавал, то такого бы не было, получается. Ну, Офигеть. конечно, Вот это они 50% комиссии, они бы половину угасили, и люди бы какие-то не было успевали заходить по заработали. более приятным ценам, они бы сразу же выгружали комиссию, у них бы сейчас больше было бы героев. Мгм. Вот, ну, есть как есть. Запуск произошел, ну, не самым удачным, но я думаю, Вообще что не все равно удачно. Не, для нас перспектива есть. удачно. Для нас Ну удачно. да, да, да. Мы заработали, но в целом, если судить, сайт неплохой, сайт хороший, ребята старались, на аудит тоже немало денег потратили, героев у них тоже хватает, у них герои даже продаются. Но в целом вот у нас флор героев уже падает и падает. То есть уже 0.007 мы пробили. А когда запустилась стратегия, люди покупали героев по 0.11, если мне Мгм. память не изменяет. Вот, Когда поэтому, ну, запустили. как-то так с Да. Heroster, и у нас еще появился Бикстер. Это еще хуже. Это вообще, это вообще, я не знаю, 53 тысячи маркеткапа, но, в принципе, респект Дженни, молодцы, что решились. Как-то очень быстро, в моем понимании, они это запустили. Как будто бы, ну, можно было посидеть немножечко подольше, покумекать с смарт-контрактом, учитывая то, что они у нас его брали, можно сказать, подчистую. Вот. И у них, наверное, даже до сих пор нет такого, что при покупке продажа идет... Да, у них, видишь, сколько покупок подряд, и никакой продажи нету. Как такое вот, из-за чего это работает, если не брали контракт у вас? Ну, контракты есть, а у нас-то есть скрипт на Python, который А у запускает них нету продажи этого. и высчитывает. А они сделали вот, что у них просто продается 500 тысяч этих токенов, и они его сами вообще запускают. Либо он с задержкой какой-то очень большой. Не, он без задержки, они как будто сами его запускают. Это все один и тот же кошелек, они сами выгружаются. То есть они разгружают смарт-контракт нажатием кнопочки «разгрузить». Вот. Поэтому, ну, как бы не будем ничего плохого говорить о наших конкурентах, либо в какой-то степени коллегах. Да, Они коллеги, работают. они какие? Они ж не на Pengu Strategy делают, в принципе, это не Не, ну конкуренты. коллеги поэтому, ну не так много Коллеги. билдеров на абстракте, которые, да. Коллеги, не конкуренты, а коллеги. Да. Окей, что еще можем обсудить? Может, что-то ждешь какие-то, что на следующей неделе? Какие проекты у нас? Ну, вот у нас Майера, да, получается, будет? Мэйро, да, ждем мы в любом случае ревил земель, мы ждем Камбрии и, в принципе, информации, когда у нас стартует третий сезон, потому что я думаю, что после мента это должно быть в течение месяца, не меньше, точнее, не больше. То есть, да, это мы должны уложиться в месяц, и уже в next месяце мы точно должны увидеть третий сезон, узнать инфу по нему. В целом как-то так. По Abstract XP, ну, нужно смотреть, надо как-то, если у вас есть свободные деньги, потихонечку в пулы загружать. В любом случае, в моем понимании, это выгодно, если вы видите там условную перспективу в Апстере, закинуть там половину Апстера, половину эфира, особенно если там вы в трипл пойдете, вам не придется половину эфира закидывать, вы можете просто поставить Апстер, чтобы он Мгм. при росте просто продавался, закинуть там копейку в эфире. Вот, и сидеть, и получать ABX токены пассивно, получать Abstract XP пассивно, и при этом всем вы еще и мем холдите, который вы изначально верили, там, хотели холдить. А если вы будете просто мем холдить, вам нужно его холдить от месяца. И как бы нужно ждать, пока он у вас лежит, что вы его не трогаете. Поэтому, ну, вы лояльным как бы пользователем становитесь. А тогда за NFT, за мемы на кошельке стали меньше давать, это факт. И я сам с этим столкнулся. У меня большая сумка NFT. Она еще больше просела из-за того, что это стало меньше XP приносить, очевидно. И нашлись люди, которые пошли дампить. Но в целом, да, скидки на рынке. Я думаю, что как только Абстракт объявит сумму, сколько они там собрали денег, как это все будет подходить ближе к ТГЕ, это все будет выкупаться, и люди
людей прибавится здесь очень сильно. Вот, Согласен. поэтому буллиш по абстракту, буллиш потому, что мы делаем, чем мы занимаемся. В принципе, даже тем же эфирами по пятницам. Но я думаю, что это довольно-таки полезная информация. В любом случае, у каждого человека свое как бы мнение есть, но при этом у нас есть возможность какие-то дополнительные источники информации получать, где информация, которую большинство не получит. Ну и плюс вам не нужно тратить время, мы просто подсвечиваем проекты, которые наше внимание привлекли, а у нас уже какая-то насмотренность в любом случае есть на абстракте. Можем заранее сказать, какой проект имеет право на жизнь, на успех, какой не особо. Можем, Вот. знаешь, попробовать, у нас есть время, с чатом пообщаться. Задавайте свои вопросы. Вот, допустим, спрашивает Ози, что думаете про стратегии GLHF? Ты смотрел за ними? Вчера был запуск. Да, смотрел, ну, не заходил. Я смотрел на Флор, который улетел за день Флор улетел просто в 2 или 2,5 раза. Да, ну, в принципе, сейчас мы видим такую относительно локальную дипку, и мне кажется, что люди, которые заходили изначально с комиссиями, они заходили по хуже ценам, чем Да, нынешние они капы. заходили Поэтому, в по... принципе, ну, чуть-чуть подождать, и можно подбирать. Но просто и проблема в том, что не все выкупают, что такое ГЛХФ, не все, ну, условно, все знают о пингвинах, там, остальных коллекциях, которые там с 21-22 года существуют, и они уже как бы нахайплены, да, а ГЛХФ, ну, как бы не все знают. Но на самом деле, ну, вполне себе неплохой токен, неплохая перспектива, особенно, что это связано с гигой у нас. Ну, как по мне, это прям круто. И дополнительное внимание, опять же, гиги. 100%. Ну, это хорошо. Ой, мы в Discord перешли. Я хотел открыть, посмотреть их График, да. коллекцию на OpenSea, да, что-то мне не дает. Я добавлю пока Ози. Там, короче, случилась такая ситуация, что парень зашел на 70 тысяч. Он и запампил цену ГЛХФ, на комиссии были, на 70 тысяч баксов. И что вы думаете? Думаете, он досидел, что-то подождал? Он слил в минус там. И вот эта вот вся дипка, я сегодня ее откупил вот после его продажи чуть-чуть. Там, но она не особо и выросла, ты понял? Но я чуть-чуть подобрал себе. Но это, короче, благодаря нему, то, что он там вышел, он на 50-40 тысяч продал. А при такой капе вы понимаете, что это очень дофига. Это вот случилось сегодня. Ну, тут очень большая ликвидность. Видишь, тут половина, грубо говоря, в ликвидите у нас от маркеткапа, поэтому у нас токены не так быстро растут, но они не падают, когда люди большими суммами выходят. Это, в принципе, я считаю, плюс. То есть у них реально 50 эфиров сейчас в ликвидности, а это, ну, сами подумайте, что такое 50 эфиров. А мы экран твой не видим, кстати, в данный момент. Если ты пока... Вот. Да, да, у них 50 эфиров в ликвидности, это 195 тысяч долларов, и 300 тысяч долларов у нас в Pullet GLHF. Вот, поэтому как-то так, в целом... Они прикольную фигню придумали, знаешь, они, короче, вот это, они же зарабатывают 10% с тех 10%, которые комиссии. Ну, с комиссии, да. Да, и они, короче, их разыграют, ну, не разыграют, они устроили аукцион вот этот, который делает ГЛХФ, типа, можно купить их НФТшки, 10 штучек, и ты получишь, типа, часть от вот этих вот комиссий, то есть там сейчас они проводят, вроде уже один закрылся, и таких еще 9 NFT будет. И потом вот с этих денег, которые они заработают на аукционе, они будут откупать флор ГЛХФ и сжигать их. Ну, короче, да, прикольно. они аукционерами всегда так делают, и поэтому у них supply постоянно уменьшается. Это вообще, на самом деле, буллиш. Они молодцы в этом плане, в том, что у них и 1 к 1 выпускаются, и в целом, ну, коллекция красивая, учитывая то, сколько пиксельных коллекций у нас есть на слуху. Ну, ГЛХФ — это все-таки легендарная, красивая пиксельная коллекция, в моем понимании. Обидно, Поэтому что да. мы ждали, что на них будет стратегия запускаться. Дис же писал, и мы не откупили. Могли бы сейчас X2 легко бы делать. Вот обидно, что как-то не мы подумали. полетели в земли. Лучше бы мы сюда зашли, Да, и уже бы с этого мы пошли в земли. Да, но, к сожалению, как-то мы до этого не предугадали. Ну, я честно думал, что просто они не будут на основной токен этой Works, ну, на эфировской вот этого майонете. Ой, только меня показывает ник, вернись. Короче, я не думал, что это будет от панков, а вышло от панков, поэтому, конечно, ну, если бы знали, то сделали. У нас вопрос, знаешь, когда такой от Фрэнс Кафки, когда ревил Source Club? Ты случайно не знаешь? Я просто не знаю. Я слышал, что в течение 2 недель. Насчет, ну, там не то, что ревил, они же в течение 2 недель еще сделают, получается,
помимо капсул они сделают еще яйца, чтобы мы могли заминтить бесплатно, которые мы в игре заработали. И их нужно будет скрещивать. То есть у вас будет определенной редкости капсула, у вас будет определенной редкости яйцо, и вы в самую там редкую капсулу пойдете, конечно же, вставлять самое редкое яйцо. Вот, поэтому, в принципе, ну, все эта штука будет в районе там 2 недель. Это все займет. Вот, кстати, я еще сегодня заметил, получил Soulbone токен, этот Lil Crew от Паффинов. Если видели, я там вчера репост делал в Твиттере. Тоже ребята неплохие все это билдят. У них там есть коллекция просто паффинов. Вполне себе неплохо показывает. И у них, получается, сейчас Lil паффины пойдут. Совсем скоро. Вот сейчас я тоже быстренько покажу про них. Давай. Получил я этот токен, просто нужно было форму заполнить вчерашнюю. Так, и давай X мой откроем и перейдем к ним. Пока экран не видим. Пока не видим я, да, и пока не открыл. Все, окей, ждем. Так, вроде готово. Вот они, паффины. Вот была форма вот на этом сайте. Да, их Дайла поддержала, вот она написала даже комментарий, я посмотрел, там еще кто-то, какие-то ребята довольно-таки неплохие, апс-чат. Вот, и в принципе, ну, классная превьюшка. Да. Красивый у них арт. И коллекция. И вот я слышал, что большой паффин, маленький. будет, да, будет у них и хонорари. Давай сейчас быстренько зайдем. Попозже. Ну, вот так вот у них основные выглядят. Ой, это у Криса, кстати. Не, это кто-то другой. Может, это его старый профиль? Может быть. Переводит на Твиттер. Это у них кастомные, типа 1 к 1 на хонораре. Прикольные. Ну, классно выглядит. Ой, это Луканец. Ой, блин, перенеслось сразу же. Так, давай быстренько. Я хочу найти их на... Тут. Быстренько посмотрим, сколько они стоят вообще по Паффинс. Вот они. У них всего лишь 1500 supply. Кстати, тоже мудрое решение для такой коллекции на эфире. Она стоит $36. Не так уж и дорого. Ну, не так уж и дорого. Относительно. Минт был... это вообще фриминт был, походу. Я не знаю, честно. Я пропустил, поэтому не знаю. Возможно, просто не показывают, потому что это было на Magic Eden. Да, но видишь, они с $6 торговались и поднялись сейчас. Вот видишь, до 27. Да. У них еще своя игра есть, насколько я знаю. То есть там она, конечно, с луткой связана, да, но в любом случае... Сейчас мы быстренько посмотрим, покажем. Они еще разыгрывали, вот я смотрел за ними, за их постами до того, как у них... Вот они дали пост, что дали вот эту вот NFT-шку, которая что-то даст. Наверное, она даст, может быть, как раз-таки фриминт нам, тем, кто заполнил. Вот. И у них вот есть, например, рафлы постоянные, где вот они больше 100 participant, и вот у них награды. У них $100 просто, и, например, Паффин NFT, $50 Паффин NFT. И тут даже Snoop Dogg выиграл, если чтобы ты понимал. Он даже нам про эту альфу не рассказывал. Да, не рассказывал, не появился. Не открывается у меня почему-то. Ну, уже ладно, не суть важно. Вот, в целом, как бы, классные ребята, они со мной связались в том числе, и как бы мы с ними пообщались, они мне дали информацию, что у них вот эта коллекция будет выходить, и вот как раз я поэтому их поддержал, потому что, ну, классные арты, мне нравится, что они делают. И, вот еще постик как раз из игры, насколько я понимаю, насколько дистанции они пролетели, сколько эфира человек заработал. Вот. Поэтому как-то вот так. Это получается типа как Муншипа игра у них примерно. Ну, я думаю, что что-то похожее должно быть действительно. Но, в принципе, можем потом как-нибудь у Snoop Dogg спросить, он нам точно расскажет. Спросим. Я знаю, что еще вспомнил, что я очень сильно жду. Осталось всего 2 дня, это будет воскресенье, это будет у нас мид с Лукой. И будет очень интересно послушать, я думаю, опять к следующему подкасту, ребята, приходите, принесем какую-то информацию, что Лука скажет, до этого мы делились, скоро уже как бы... Ну и там я буду наконец-то. Да, послушаешь. Я уже в хадле. Ты же можешь задать вопрос даже, без шуток. Да, я спрошу, я видел, что ты подписался на PST. Да. Поэтому как тебе проект вообще...
Какие перспективы видишь? Заходить будешь, не будешь, братишка? Там поднимаешь ты руку, короче, формат. Там в прошлый раз дали Максимуса спросить, уже просил тогда это подкаст делать вместе с Лукой. Там дали Рубику тогда спросить. Ну, короче, все, кто хотел, там почти спросили. Но единственное, про абстракт он запрещает в основном говорить. Ну, хотя бы про Пенгу и Паджи послушаем. Может быть, опять же, он что-то сам расскажет про абстракт. Посмотрим. То есть жду этого. Есть еще у тебя какие-то вопросы в чате или нет? Давай сейчас гляну, я не особо Давай. смотрел. Давай. Ребят, пишите какие-то вопросы в чат, если вам что-то интересно, что мы обсудили на подкаст. Потом. Не, у меня нету вопросов. В Твиттере, насколько я понимаю, тоже нету особо. И, кстати, PST на 8% у нас вырос, пока мы с тобой разговаривали, Ну, видишь, пока мы как. стримили. Кто-то решил купить. Кто-то решил откупить, да. Спрашивают, когда альтсезон? И новый кошелек. 3 миллиона на PST. Альтсезон, ну, я такой информацией не владею, но я верю, что если альтсезон будет, и будет он скоро, ну, в моем понимании, то это будет абстракт альтсезон. Вот. Да, это у нас холдер поле на $7000 закупил голд аккаунт. Серьезно? Холдер поле? Да. Холдер, боже, я думал, фаундер. Да, нет, холдеры поля, они же давно уже заходят. Это уже для нас не новость, мы знаем это, что они это база, да. А скажи, вот спрашивают, что думаешь про Dark Pengu? Про Dark Pengu, ну, я много чего думал. Я помню, что я его еще по миллиону покупал. Не, ну сейчас нынешняя ситуация. Ну, скоро у нас Dark-тема. Я же там один из девов показал у себя на стриме случайно. Поэтому, ну, я уверен, что она будет скоро, в ближайшем обновлении, учитывая то, что сейчас нашу каждую неделю почти что-то выходит на абстракте интересное по обновлениям. И да, в принципе, я думаю, что есть шанс на рост неплохой, потому что темная тема, хайп, Dark Pengu, очевидно. Вот посмотрим. Спрашивают, ждете ли что-то за роли в Дискорде или только за гигачада? Я уверен, что из-за элит-чада что-то будет просто, ну, опять же, в разных... Ну, не факт, это дает бонус вам при фарме XP, поэтому я бы тут относился немножко скептически. А вот гигачат это, ну, то есть просто очень много у нас элит-чадов и градуэйдед элит-чадов, и по факту давались они довольно-таки просто за игры абстракта, просто так раздавались за комментарии в Твиттере, и у нас реально очень много таких людей, которые с такими ролями. Вот, а гигачадов у нас там, по-моему, лимит всего 150, и я уверен, что на гигачадов будет хороший дроп, и это будет отдельный дроп. А за всех остальных, ну, я не подскажу. Я думаю, что вряд ли такое случится. Вряд ли люди просто будут на 10 тысяч там, плюс кошельков давать какой-то значительный дроп. А вот гигачада получить, это тот еще квест. Незначительный. Если будет ну, копейки может быть, может быть. Как буст маленький такой. Но он и так есть у вас в 25%. Да. Не, ну а маленький дропчик тоже может быть, посмотрим. Ну, где это может даже. Кстати, вот правильно сказали, может быть под Хэллоуин, вот еще Хэллоуин будет, и вот темная тема. Ну, кстати, это звучит прям вполне логично. Но это звучит прикольно. Уже сколько тянули, как бы под Хэллоуин можно и выпустить, да, вполне себе. Было прикольно, если бы выпустили темную тему. Да и вообще апдейты, да, действительно, ты прав. По чуть-чуть они как-то так добавляют, не глобальные, ну, чтобы инфоповоды... Но все равно приятно. Ну, то есть приятно, что можно нормальный чарт посмотреть теперь на абстракте. Приятно, что можно тут сразу с Manage Liquidity в Aborion перейти. Ну и, знаешь, так все по мелочи, но молодцы. Неприятно, что как у меня стримы выглядят, я могу вам показать быстренько, но я думаю, что это не прям кому-то интересно будет, но у меня тут сейчас вакханалия будет полная происходить. Вот мы нормальные, а потом начнутся всякие черные полосы. Все, полетело. Это только с хромом. Это если вы в хроме сидите, вот чего-то такая ошибка у нас. Через другие браузеры норм. Поэтому вот как-то так. Так, что у нас есть еще что обсудить или можем так вообще короткий такой быстренький подкаст сделать, получается? Ну, в принципе, как в прошлый раз, я думаю, что мы ничего не забыли особо. Ну, вроде все, что хотели, обсудили. Давай я быстренько по списку пробегусь глазами. Давай. Камбрию ждем, получается, ревил, ну, скорее всего, на этой неделе, получается, в течение недели к следующему подкасту, может быть, и 2 недели, не знаю, подождем. Думаю, да, за какие проекты вам присмотреться, тоже мы вам сказали. Да. Новые бейджи мы обсудили, про доки мы тоже сказали, ну и про Камбрию, конечно, и про Аборион. В принципе, я думаю, что самое основное, то, что происходило у нас за эту неделю, мы сказали. То, что происходит там с эфиром, с биткоином, ну, тут сложно обсуждать, потому что его туда-сюда гоняют.
одних бреют, потом других, поэтому тут сложно какой-то технический анализ использовать, говорить, когда заходить в лонг, когда в шорт. Я лично такой информацией достоверно не владею, и я бы не рисковал сейчас на таком рынке. Я вот знаю, что мне нужно на Минткамбре эфир, поэтому я там заранее вижу, что там эфир по 3800, думаю, ну, в принципе, нормальная цена под эфир. Ниже я его вряд ли увижу, а даже если увижу, я сильно не расстроюсь, там $50 каких потеряю. Вот, поэтому да, ну, Камбрия много съела, Камбрия пока относительно в минусах, но я все-таки ожидаю отскока, и, наверное, надо искать деньги, чтобы еще эти минтить. Не знаю, посмотрим. Это уже лутка, конечно, но она, в моем понимании, земли, конечно, недооценены сейчас. Учитывая, какой был минт и что сминтилось за 3 минуты. Проблема основная то, что минт дали просто типам, которые далеки от Камбрии, скажем так, там от ЦХ чат, там им дали много минтов. И мне как раз там писали ребята, которые за Камбрией следят, что как раз от ЦХ там вчера нормально и дампила цену. А разве много им дали? Я участвовал. Ну, относительно. 20 минтов дали за героя и 20 за кольца дали. Ну, вот то, что где я участвовал. Может, где-то еще там раздавали, я не знаю. Может быть, я вот честно не знаю тоже. Но мне как раз вчера говорили, что те, кто с колец получили, они как раз и лили. Может быть. Говнюки, блин. Но я надеюсь, что отрастет, я думаю. И биткоин, сейчас Трамп там, если где-то объявит, что там они встретятся с этим, с Китаем поговорят, скажем так, может быть, и мы развернемся, опять пойдем выше. Ну, опять же, не знаю. Сейчас... кстати, мы еще очень такую новость пропустили, я сейчас быстренько ее покажу. У нас лут выкатили обновление, и вот, кстати, всех призываю, вот давайте сейчас быстренько... А не только лут у нас, и давай быстренько сейчас про Твиттеру, кстати. Давай. Я уже зареган в луте. Лут — это у нас на Solana платформа для торговли, что-то похожее на этих ребят. Покажешь экран? Самая популярная площадка. Как она там называется, я уже и забыл. Сейчас тебе скажу. Ну, Абстракт написал тоже, Луканетс ответил им. Ну, в принципе, максимально буллиш. Лут, красавцы, выглядят неплохо и сам сайт. И, в принципе, переходите по ревке, присоединяйтесь к нам в лут, залетайте. Я думаю, что сможем хорошо потрейдить. Лута или что ты забыл? Нет, там есть похожая платформа на Solana. Она вот сегодня, по-моему, BNB подвезла, чтобы можно было торговать. А покажешь ребятам, как выглядит лут, чтобы они понимали, о чем мы говорим? Я не открывал, сейчас не показывал. Все, извините. Я вот показывал вам, что Лука... Вот. Лут, да, вот, Abstract, Earning Speed, Trade with Friends. Вот смотрим, кто у нас в комментарии оставлял сразу же. Абстракт, Лука. Все, кто нужно, Сайгар. Да. Ну, вот так лут будет выглядеть, и вы будете видеть, какие люди, где заходили в монете. Ну, там тоже такая функция есть прикольная. В целом, кто сидит, кто не сидит, чтобы вам легче было понять и в целом двигаться как-то по графику там. А что-то может быть, ордера можно вроде ставить или нет? Или там такого нет? Да, лимитки можно будет. Этого не хватало в абстракте. Типа, знаешь, там подбирать, что по лимиткам, да? Какой-то абстракт. Да, я думаю, что людей побольше придет сюда, когда будет больше платформ для трейдинга. И у нас еще есть Pandora, если не ошибаюсь. Она заанонсила свой DEX, если тоже не ошибаюсь. У них довольно-таки неплохой клип. Think fast, trade faster. Speed trading is coming to abstract. Кстати, спрашивают, будет, как вы думаете, за что-то будут давать за активность в луте? Я думаю, там же написали XP, XP будут давать. Я думаю, да. Это же партнеры. Официально поддерживают. Вот, поэтому, за Пандорой тоже слежу, и я думаю, что тоже что-то ребята крутое готовят. Вот. В целом, я думаю, что вот теперь мы точно большую часть, чего хотели и даже не хотели, разобрали. И я надеюсь, что это было полезно для вас. Если у вас есть вопросики, пишите. Мы, в принципе, сейчас быстренько подотвечаем, и у нас как раз будет... как мы и хотели вложиться в час, плюс-минус, столько и получится. Да. Спрашивают, когда институционалы будут откуповывать Pudgy Invest?
Паджи Инвест, ну, пока рано об этом говорить. Я думаю, что нам нужно еще немножко времени побилдить. Побольше внимания надо к нам. И, в принципе, зеленых свечей побольше на абстракте. Я думаю, когда пойдут зеленые свечи по абстракту, они на инвест тоже перейдут. Я думаю, да. Да. Кстати, скоро, возможно, еще коллаба будет Инвеста либо PST с Абориан. Я Вот, думаю, да. что-то появится на пулах. Ничего из себе. этого. Не, ну PST будет сложно добавить, наверное, в пул из-за комиссии. Но вот инвест Ну, вроде это на самом деле тоже реально. Мы это уже тоже реально. обсуждали. Поэтому да, будем смотреть, если будем выпускать, будем инициативами поддерживать пул, чтобы вы могли своими NFT-шками голосовать, какие-то денежки лутать, не только с комиссией, но еще и дополнительно. Вот, Ничего. поэтому... Так это буст может неплохой такой дать. Так это альфа, получается? Поэтому, ну, мы пока над этим работаем, да, это пока у Всё, нас это пока один так. из ближайших Ну, это сум, ребята. направлений. Да, это куда движется. Так, у меня вроде ничего не пишут. Инвест не забросили? Нет, так ребята кукают. Ник. Ну, вот Нет, те, конечно, у нас и откупы идут, мы больше, чем на один эфир откупили уже, инвесты сожгли. Это порядка 5% сапплая. Мы до этого еще жгли 2%, если я не ошибаюсь. У нас там еще есть, ну, как бы пожечь, побилдить, поэтому все хорошо будет с инвестом, не переживайте. Ну и, в принципе, наш закрытый чат, он всегда, каждый день там какая-то информация постится, обсуждается, и нашими тулзами, я думаю, многие каждый день пользуются. Да, да, это Я правда. сейчас занимаюсь масс-адопшеном как раз AI-чат-бота, и очень многие ребята крутые поддержали. Вот Рубику я недавно на пост ответил, он писал про то, как делать ончейн-анализ на абстракте. Я ему рассказал, что есть у нас такой инструмент, который позволит ему куда легче этим заниматься. Я ему скинул, он потестил, он прям кайфанул. Вот, Да. поэтому, когда мы респект получаем от таких ребят, я думаю, что все у нас хорошо. И мы двигаемся в правильную сторону. Согласен. Можем, наверное, на этой ноте и заканчивать. Я думаю, мы все рассказали, все обсудили. Да, Сейчас ребят, вот спасибо всем, что смотрели. Спасибо всем, кто будет смотреть на Ютубе. спасибо, да. Всем приветики, всем хорошего дня, времени суток, когда вы это смотрите. Спасибо, что были с нами. Да, Ютубу спасибо, что посмотрели, кто в Ютубе. Спасибо, кто на стриме был в онлайне, смотрел. Спасибо Нику. Спасибо мне сразу тоже Спасибо скажу. тебе, да. Да, тогда будем расходиться. Всего хорошего тогда вечера, Ник. И тебе, да.